Автомобили BMW приезжают к нам на ремонт кондиционеров достаточно часто. Основная проблема у них грязь между радиаторами. Радиаторы здесь стоят в кассете в общем. И, в общем, добраться туда не так просто. И вот, смотрите, вот очередной автомобиль такой. Что мы видим между радиаторами? Вот между радиаторами мы видим стена из грязи, войлока и пуха. Естественно, вентиляторы не могут прососать всю эту грязь. Машина в пробках греется, кондиционер не холодит. Так что вовремя нужно мыть радиаторы. Вот у этой BMW еще дырка в радиаторе кондиционера. Как вы видите, здесь нижняя трубочка перетерта. Видите, вот здесь нижняя трубочка радиатора кондиционера вот этой BMW перетерта плохо закрепленным проводом. Соответственно, здесь вот масляное пятно, и весь фреон отсюда утек. Сейчас мы этот радиатор будем ремонтировать. Вот радиатор кондиционера от BMW уже отремонтирован. Может быть, конечно, шов не очень хорошо получился, но, по крайней мере, он герметичный. Сейчас мы под давлением проверяем в воде. Вода у нас тоже не очень чистая, потому что за сегодняшний день здесь побывало уже много радиаторов. Пух плавает с тополиной, но все держит. Радиатор можно ставить на машину. Здесь на машине радиатор охлаждения двигателя уже помыли керхером. Он теперь стал чистеньким, как будто новый. Теперь осталось помыть отремонтированный радиатор кондиционера. Давай. Вначале мы замачиваем его химией, а потом уже отмываем. Сейчас мы помоем радиатор кондиционера, который только что сварен. Давай. Вначале мы замачиваем его химией, а потом уже отмываем. Вот чистенький радиатор кондиционера, он же конденсатор, готов к установке на машину. Теперь здесь все чисто, герметично будет и будет прекрасно работать. Берем новые колечки, надеваем их на фитинги. Перед установкой колечки обязательно нужно смазать маслом, чтобы их не закусило ни в коем случае. Аккуратненько ставится по местам. После установки конденсатора на место проводится диагностика на утечке. В систему закачивается контрольная доза фреона
После этого проверяется течеискателем, нету ли снова утечки. Выглядит это так. Сварку понюхал. Ну все, можно собирать дальше, да.